Человечество за всю свою историю добыло около 200 тысяч тонн золота, и, что особенно удивительно, почти 2/3 этого объема были извлечены лишь после 1950-х годов, в эпоху бурного промышленного роста, технологического прогресса и глобальной добычи ресурсов. Разные страны, разные эпохи, тысячи экспедиций и миллионы людей по всему миру тратили годы жизни ради одного металла, который на протяжении веков считался символом абсолютной ценности. А теперь представьте, что огромные залежи золота оказались бы сосредоточены не по всей планете, а в одном единственном месте. Не просто крупное месторождение, а по-настоящему сверхгигантское, способное изменить баланс мировой золотодобычи. Именно такую находку, по сообщениям геологов, сделали в Китае, где исследовательская группа обнаружила около 40 золотоносных жил, содержащих приблизительно 330 тонн золотой руды. И уже на этом этапе стало ясно, что речь идет о находке исключительного масштаба. Однако это оказалось лишь верхушкой айсберга. Современные методы анализа и трехмерное геологическое моделирование показали, что на глубине около 3000 метров могут залегать куда более внушительные запасы, возможно, еще несколько сотен тонн золота, скрытых в недрах породы. В результате есть вероятность, что суммарные запасы этого района достигнут примерно 1100 тонн золота. Чтобы представить масштаб, по текущим ценам это около 83 миллиардов долларов, и эта цифра продолжает расти вместе с ценой металла. Эксперты также отмечают необычайно высокую концентрацию золота в породе, порядка 150 граммов на тонну руды, и хотя для непосвященного человека это может звучать скромно, в реальности в золотодобыче даже 10 граммов на тонну считаются отличным показателем, а такие значения встречаются крайне редко. Если все расчеты подтвердятся и добыча окажется экономически целесообразной, это месторождение может стать крупнейшим золотым рудником в мире, превзойдя даже знаменитую шахту Саут-Дип в Южной Африке с ее оценочными запасами около 1000 тонн золота. Неудивительно, что подобные новости вызывают настоящий ажиотаж. Все говорят о золоте, думают о золоте, обсуждают золото в новостях и социальных сетях, стремятся вложиться именно в него, а его цена на фоне неопределенности мировой экономики продолжает расти. Золото называют надежнее наличных, устойчивее криптовалют и даже безопаснее биткоина, потому что оно ассоциируется с богатством, стабильностью и роскошью на протяжении тысяч лет человеческой истории. Но почему люди буквально сходят с ума из-за блестящего металла? Ответ кроется не только в экономических расчетах, но и в глубокой психологии. На протяжении веков золото олицетворяло власть, престиж и превосходство в самых разных культурах, от древних цивилизаций до современных государств, и создается впечатление, что уважение к золоту закрепилось в коллективной памяти человечества. В литературе и кино золото не раз становилось причиной великих приключений, конфликтов и трагедий, делая людей счастливыми и алчными, смелыми и жестокими, уверенными и напуганными одновременно. И именно эта двойственность усиливает его притягательность. Помимо символической ценности, золото обладает и уникальными практическими свойствами. Оно не ржавеет, не окисляется, не подвергается коррозии и способно храниться практически вечно, не теряя своих характеристик. Его можно передавать из поколения в поколение, не опасаясь, что оно испортится или утратит ценность. В то время как валюты могут обесцениться из-за инфляции, кризисов или политических решений, золото остается физическим и осязаемым активом, хотя и не лишенным рисков, ведь его всегда можно украсть. Помимо ювелирного дела, золото широко используется в электронике, медицине, стоматологии, аэрокосмической промышленности и высокоточных технологиях,
где важны его проводимость и устойчивость. Деньги ценны, потому что их поддерживают государства. Криптовалюты ценны, потому что в них верят миллионы людей, а золото ценно само по себе, поскольку его стоимость подкреплена тысячелетиями человеческой веры в его неприходящую ценность. Однако важно помнить, что золото не раз затуманивало разум людям, лишало их чести и толкало на поступки, о которых они потом сожалели. Поэтому слепая погоня за ним всегда была опасной ловушкой. В периодической таблице существует немало других драгоценных металлов — палладий, платина, серебро, медь, но каждый из них уступает золоту по совокупности качеств. Дешевые металлы, такие как медь, железо или алюминий, подвержены коррозии и износу. Алюминий, к тому же, недостаточно прочен. Платина и палладий хоть и дороже золота, но слишком редкие и сложны в добыче, чтобы использовать их в массовом обращении. Серебро мягче золота, легко царапается, тускнеет и деформируется, а кроме того, объективно уступает ему в визуальной привлекательности. Есть и еще одна важная причина дороговизны золота — сложность его добычи. Золотодобыча остается крайне трудоемким, многоэтапным и длительным процессом. В фильмах и документальных программах можно увидеть людей, стоящих по колено в воде и промывающих ил и глину в поисках мельчайших частиц золота, и этот метод до сих пор используется в некоторых регионах мира. Однако современные способы поиска куда сложнее. Геологи знают, что золото присутствует почти во всех породах и почвах, но обычно в микроскопических количествах, незаметных глазу. Лишь там, где концентрация становится достаточно высокой, начинается серьезная разведка. Геологические команды бурят скважины, извлекают образцы грунта, проводят анализы и только после этого решают, оправдает ли добыча колоссальные затраты. Если золото залегает в твердой породе, шахтеры бурят отверстия, закладывают взрывчатку и дробят массивы камня, после чего начинается еще более сложный этап переработки. Породу перевозят на фабрики, где ее сначала дробят до гравия, затем измельчают в барабанах с металлическими шарами до состояния порошка, смешивают с водой, фильтруют и подвергают химической обработке. Золото осаждается на углероде, затем отделяется от него, проходит через электролиз и дополнительные стадии очистки, прежде чем его расплавят, отделят от примесей, разольют в слитки и отправят на дальнейшую переработку. И даже при всех этих усилиях добыча далеко не всегда оказывается выгодной. Можно обнаружить месторождение, но затраты на его разработку будут слишком высоки, а количество золота недостаточным, чтобы оправдать вложения. Лишь около 10% мировых месторождений содержат достаточно металла для рентабельной добычи, а менее 1% действительно подходят для долгосрочной продуктивной эксплуатации, и это еще сильнее подчеркивает, почему золото остается таким ценным. Но золото — не единственный материал, вызывающий ажиотаж в современном мире. Существует вещество, которое часто называют жидким золотом, и это гелий. Тот самый газ, которым надувают воздушные шарики, на самом деле играет критически важную роль в медицине, научных исследованиях, ядерной энергетике и космической отрасли. Гелий используется для охлаждения магнитно-резонансных томографов, поддерживает сверхнизкие температуры в ядерных реакторах, стабилизирует ракетное топливо при запусках и входит в дыхательные смеси водолазов, позволяя им работать на экстремальных глубинах без риска для жизни. Еще один материал будущего — графен. Это не просто один из самых прочных материалов, известных науке, но и чрезвычайно проводящий, гибкий и универсальный элемент. Он легко проводит тепло и электричество, отталкивает воду, не токсичен и обладает антибактериальными свойствами, что делает его перспективным практически для любой отрасли, от медицины и электроники до строительства, энергетики, авиации,
космоса и подводных технологий. Ученые все чаще сравнивают потенциал графена с кремнием, который в свое время стал основой для полупроводников, аккумуляторов, компьютеров и смартфонов. Возможно, без кремния современная цивилизация выглядела бы совершенно иначе, и графен вполне способен стать основой следующего технологического скачка. Особенно это актуально в эпоху перехода на возобновляемые источники энергии и электрический транспорт, где графен может стать настоящим технологическим золотом. В ходе экспериментов графеновые аккумуляторы заряжались более чем в 70 раз быстрее традиционных, служили в несколько раз дольше, были дешевле в производстве и экологичнее в эксплуатации. И, что особенно важно, сырье для получения графена, графит, в огромных количествах находится в недрах Земли. Одно из крупнейших месторождений расположено в Южной Австралии, где оцениваемые запасы высококачественного графита достигают примерно 200 миллионов тонн, и, судя по текущим оценкам, этого ресурса человечеству хватит на очень и очень долгое время. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.